Dolce far niente. It means the sweetness of doing nothing. The massa sweet. Dolce. Dolce far niente. Dolce far niente. Доброе утро. Не знаю, видно тут или нет. Тут такая ручная кладь небольшая. Время 7 утра, даже 7:30. Я что-то немножко поздно выхожу. Надеюсь, я не опоздаю на рейс. Вот. Поехали. С этой станции мы уедем сейчас. Знаете, какое самое лучшее утро? Правильно, утро, которое начинается в аэропорту. Oh, to see without my eyes, the first time that you kissed me, boundless by the time I... Так, ну перелет был недолгий, но самое тяжелое это был паспортный контроль. Мы, наверное, там все час простояли. Очень много народу и мало открытых паспортных контролей. Все достаточно просто. Здесь вот есть такие станции, где можно купить билет. Он стоит 8 евро. Вот, билеты, ой, автобусы — это самый дешевый вариант добраться до города. Вот, я решила поиграть в Орел и Решку. И сейчас мы будем добираться до центра, до Рома Термини. Я там недалеко, кстати, вот живу. Потом найдем наш лоджинг, наше жилье и пойдем спать. Извините, это что, Wi-Fi в автобусе? Wi-Fi в автобусе. Boundless by the time I cried, I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God delivered. Первое впечатление от Италии. Мне очень нравится, как звучит итальянский язык. Очень много жестикуляций в этом языке. Мне это очень нравится. И люди безумно добрые, пока мне встречаются только такие. И очень тепло. Еще что мне нравится, что я заметила, очень стильные люди. Просто вот куда ни глянь, стиль на высоте. Не все. Боже, все такое интересное. Что это такое? Надо все попробовать. Я взяла лазанью за 10 евро. Я не знаю, что это такое. Это какое-то было написано маркет еды. И я зашла сюда, потому что я хочу есть. Меня называют либо мадам, либо сеньора. Лазанья с овощами и чем-то там еще. Это такой аутентичный лифт. Я не могу. Это просто... Он так все необычно выглядит. Все, достаточно мне показать лифт, я уже восхищена. Lord, I no longer believe, drowned in living waters, cursed by the love that I receive from my brother.
Come belle c'è la luna, brille strette, strette con le butto belle fasteggiare sotto il cielo di Roma. Down each avenue or via street or strada, you can see him disappearing two by two on an evening in Roma. Do they take him for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm a girl I wish I knew on an evening in Roma. Though there's grinning and mandolining in sunny Italy, the beginning has just begun when the sun goes down. So please meet me in the plaza near your casa. I am only one. Знаете, я поняла, что мы скучно произносим слово капучино. Точнее, остальной мир, кроме итальянцев, очень скучно произносит слово капучино. Потому что они здесь говорят капучино. Еще сегодня ко мне утром постучалось желание учить новый язык. Вы его поняли, какой. Мы идем к знаменитому фонтану. Почему я начала с фонтана? Потому что я смотрела фильм Феллини «Сладкая жизнь», и там была знаменитая сцена, где главные герои целовались в этом фонтане. Я вообще надолго запомнила эту сцену. У меня бегут мурашки. Я гуляю, у меня бегут мурашки, особенно по левой ноге. Рим все время заставляет смотреть наверх, потому что ты смотришь наверх и видишь это. Я не могу уже посмотреть туда, сюда, сюда, сюда. Know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you, on an evening in Roma, sotto il cielo di Roma, on an evening in Roma. Потому что он такой каменный, строгий и одновременно такой зеленый, такой чистый. Не передать слова, это очень хорошо сочетается, очень красиво смотрится. А еще здесь много апельсиновых деревьев. Это так красиво смотрится. На фоне еще каменных домов. Я выхожу на площадь и вижу вот это. Интересный факт, который мне подсказал Google. Каждый день отсюда вылавливают 3000 евро, а в год выходит 1,5 миллиона евро, по-моему. Нужно бросить монетку и загадать желание. Если бросить 2 монетки, то можно загадать любовь. И говорят, что сбудется. Так, сейчас мы с вами идем на пьяцца Навона, площадь Навона, и рядом там находится пантеон богов. Еще один интересный факт про пьяцца Навона. Вы, возможно, смотрели фильм «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс. Я вот смотрела буквально недавно, но я тогда еще не знала, что я поеду в Италию, что я вообще здесь окажусь. И я вспомнила об этом фильме, и что главная героиня как раз-таки приехала в Рим. Я посмотрела вообще места, где эта героиня сидела, и оказывается, пьяцца Навона — это было ее любимое место, где она любила сидеть. Будем с вами как в фильме «Ешь, молись, люби». Сидеть, рассуждать о любви, о жизни, есть, молиться и любить. Ну это вообще колоссально. Собственно, так выглядит сам пантеон. Я хакнула очередь и пошла в другой офис купить билет. Так, билет стоил 5 евро.
Сейчас будем смотреть. Вот, собственно, этот окулюс, то есть здесь нет окон абсолютно. Здесь нет окон, и это единственное отверстие, через которое попадает свет. И вот совсем скоро солнце доберется сюда, и будет красивый, прекрасный столб света. Я еще увидела, что там стоят ограждения, потому что свет, видимо, будет как раз падать сюда. Вот этот столб света символизирует единство всех богов. Вот этот приглушенный свет настолько добавляет атмосферу мистики какой-то, и ты идешь, ты просто завороженный. Еще, знаете, если проводить сравнение, аналогии, то Рим похож на Санкт-Петербург. Ну, точнее, наоборот, Санкт-Петербург похож на Рим, потому что Рим старше Санкт-Петербурга. Но это было колоссально, ребят. Сходите в Пантеон обязательно. Я пробыла там 40 минут. Просто каждую деталь нужно рассматривать. Так, теперь идемте с вами на пьяцца Навона. Там что-нибудь еще покушаем. И будем сидеть, как Джулия Робертс, и наслаждаться жизнью. Это Рим, детка. Что нашла? Нашла какой-то магазинчик, и здесь продается воск, который расплавляется для писем и ставится печать. У меня такой есть. Думаю, можно купить. Еще в таких баночках, боже. А еще можно найти свой инициал. Но у меня уже есть моя печать. Где-то, по-моему, здесь была буква М. Вот эти открыточки. Этот бренд назвали в честь меня, Мира. Это так мило. Вообще у меня есть традиция из тех городов, из тех стран, что мне нравится. Я привожу украшения. Я покупаю украшения себе и друзьям. То есть обычно я не привожу такие открытки, блокнотики. Ну, я, например, сама не использую особо эти вещи. Вот. Но я знаю, что украшения красивые будут носить каждый день. Кстати, по всему городу есть вот такие фонтанчики. И, насколько я знаю, из них можно пить. Я бы попила, но у меня, к сожалению, нет бутылочки с собой. Но знаете, что пить можно. Знаете, я забыла порекомендовать то место, где я ела пиццу, но в принципе таких мест очень много, где пиццу продают кусочками. Их, они, правда, чуть ли не на каждом шагу. Я сколько не пробовала, они все вкусные, поэтому мне кажется, если в любой зайти, вы не прогадаете. Вот. Я как-то не сфотографировала место, не запомнила название. Кстати, там девочка, которая продавала пиццу, ее зовут Ира. Вообще она живет в Италии. У нее папа итальянец, а мама русская.
Вот, она здесь живет. Мы все так мило поболтали, она вообще такая прелестная. Знаете, мне кажется, мой аутфит идеально вписался в Рим. Вообще мне очень важно, чтобы мой лук подходил к городу, иначе я буду себя чувствовать не очень. А это прям вообще. Ну это роскошь за гранью понимания. Смотрите, насколько это роскошно. Так, я хочу тирамису с капучино, поэтому хочу что-то попробовать найти. Так, тирамису и кофе. И бутылочка игристого. Так, сегодня у нас с вами осталось, вот мы сейчас идем на Трастевере. Обычный мостик в обычном Риме. Ничего скучного. Ох уж эти домики красивые. Ла-ла-ла. И фонтанчики везде. Наверное, если бы я была местной, то я бы бегала здесь. Бегала здесь, каталась бы на велосипеде. Так, мы с вами на пару часиков возвращаемся домой, потому что я не могу, очень устала, хочу спать. Еще я нанюхалась травы, на улице мне плохо. Здесь везде курят траву. К сожалению, я знаю, как она пахнет. Я сейчас иду, а со мной познакомился какой-то Джузеппе. Джузеппе говорит мне: Мира, пойдем сходим, скушаем пиццу, Мира, попьем капучино. Я говорю: Джузеппе, я хочу спать. У меня ни сил уже, ни настроения. Вот, и поэтому сейчас пойдемте поспим, а вечером пойдем в Колизей. А еще я хочу купить себе платье для Парижа в Риме. Представляете, какое? Я не прошла сюда? Или... А, вот. Господи, я так люблю этот запах гостиницы. А теперь пойдемте поспим. И потом пойдем в Колизей. Ой, я прошла 20 тысяч километров, я не чувствую... Ой, я прошла 20 тысяч шагов, я не чувствую ног, девочки. У меня ни ног, ни совести в таком красивом городе спать, но я по-другому не могу, я просто устала.
Кстати, Джузеппе, с которым мы познакомились, он так хорошо говорит на русском. Он говорит: я люблю Россию, Россия прекрасна. А еще у меня есть Airbnb, если будешь там-то, 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 дал мне ссылку на Airbnb. Кстати, красивые домики. Вот, сказал: обязательно воспользуйся Airbnb у меня. Слушайте, ну это совсем другая энергия, когда ты чуть поспал, отдохнул, полежал. А, еще яблочко хотела скушать, ну ладно. Совсем другая энергия, и вечером город по-другому чувствуется. Звездное небо, а здесь Колизей. Это, ну, словами не передать. Что это такое? Хотела дать важный совет, когда строите маршрут в картах, Google картах, либо еще каких-то. Смотрите, чтобы Google вас вел по безопасным дорогам, потому что чаще всего Google вам дает кратчайший путь, но бывает, что он там через темные переулки, либо через какие-то странные парки. Обязательно проверяйте и не ходите этим маршрутом, просто смотрите тогда там, скроллите карту и как-то более-менее сами строите маршрут. Потому что безопасность превыше всего, берегите себя. Не доверяйте Гуглу иногда. Иногда Google спасает, а иногда подводит. Кстати, это очень популярный вид транспорта. Ну, в Риме, могу говорить только за Рим. Здесь очень много ездят на таких вот... Как это слово? Motorcycles. Мотоциклах.